И всем привет! С вами Селкерикс. Это This is the Police. Так, давайте без лишних разговоров начнем играть в это. Я надеюсь, мне и вам она понравится. День 1, июль 15, понедельник. О, грязную газету накидали. Golden Brick. Фрибург, понедельник, июль 15. Мэр Джордан – сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Вор 2 покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Я бы тоже так хотел. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job, though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else, though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm going to have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз? Мэр обсуждал это со мной. Я ждал подобного дерьма от мэра. Какая разница? Это был сюрприз, да. Я думал, что полиция еще 5-10 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я удивился. Вы знаете имя своего премии? Прием. Так, нет, думаю, что кто-то новенький, думаю, это будет сотрудник департамента, какая теперь разница? Будут мажорами. Скорее всего, повышение получится только из моих новейших подчиненных. И разгоревшего коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнс Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Откуда мне знать? Это его дело, не мое. Спросите его сам. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Без комментариев. Обычно предпочитаю прямо отвечать на вопросы, но на этот раз я промолчу.
Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно нет. Возможно, откуда мне знать? За однотипные вопросы. Определенно нет. Это невозможно. Менеджер самостоятельно настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места лишним апатии. Спасибо. Это все? Отвечал на вопрос. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Мы заходим в свое рабочее место. Открываем ящик. Берем таблеточки, закидываемся. Закуриваем. День второй. Глава департамента культуры владеет Виталий виллой. Зарплата городских служащих не вырастает в этом году. Джек подтвердил, что полиция сотрудничает с мафией. Я случайно не Джек Бойд? Ехать. Ну, приказывайте. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. Там кто сидит, смотрите. Вы видите? My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts, the subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Воу. Хотите получить подсказку о том, как работает игра? Ладно, валяйте, я стреляю в несколько месяцев. Глупо, если станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Ну да, будем разбираться. Смена в Коте, Янсе, Придит, Баки, Асана, Астин, Прайс, Мол, Де Брито и Армстронг. Смена в... Просто так, ну вы понимаете. Начать день. И что нужно делать? Надо было нажимать. Торговый центр Everyday. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили в магазин, видели, как фургон на парковке сдавал сзади и бомжа, который копался в водителя. Скачал на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Так, отправляем тебя. И все. Поехали. Кинотеатр. Администратор кинотеатра сообщил, что по приказу фильма Стивен Кейн в зал пытался попасть нетрезвый мужчина в городской даме сноуборда на почте розовый бутон. Когда его допустили в зал, он разбил кассира голову своей доской и теперь отбивается от охранников в кинотеатре. Ну, я считаю, тут вообще не надо, кажется, никого отправлять. Тут все понятно и так. О да, с дебоширом не так будет. Потом будет отправляться. Ну, где наши еще дела? Я понял, мы берем эту карту.
отчет. Так, преступник скрылся, офицер не видел. Понятно, как она могла найти? Понятно, все. Давай, возвращайся. Драка, отчет. Преступник понял, невредим, рожден невредим. О, красава, чё. Понятно было справиться с пацаном. А, может кто-нибудь управлять? Пригород. Трое подростков с сажей шлем ограбили магазин видеокассет. Утащив все ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине. Но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяин Джек Браун живет в пригороде. Я не знаю, что с ним делать. Пускай, может, сначала посмотрит, потом уже. Будем как. Пускай с ним приедет. Ну, их там трое, да, было. Прайс-то кто? Ну ладно, я советую бабульку, да, приезжать. Здравствуйте, послабление. Ладно. Нет, не будем. Сами разберемся. Приехала, давай обратно. Полегче сюда не Вверх, где-то. Проходит несколько дорожек, напали на пожилого музыканта, гитару, деньги. Так, гитара это святое. А ну давайте разгонить там все гетто. Надо было спецназ отправлять. Дом Браун сильно стоит та машина. Отправил гостиничную с стороны громких смех. Так, постучать в дверь, откройте полит, включить сирену и переключать громкую речь, что дом окружен. Браться в дом через открытое окно. Ой. Прайс, вот так и думала. Ой, я не понимаю, кто это, мужик или это? Ну, ладно, погиб. А кто это? То есть, подростки смотрели по фильмы и убили полицейского. Мне интересно сейчас, что будет где-то. Драка, отчет. О боже. Больше не буду. Вот на кореянку, японку отправлять. Падение, отчет. Преступники пойманы, офицеры невредимы. Это я их где-то отправлял, да, все нормально. Так, значит, не отправляй на большие вызовы и я. Это уже точно не отправишь. А, все, типа. Завершить день. Смена А. Завершить день. Нормально. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in.
Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people, old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Чемпион. Так, третий день. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Легендарный певец Ендера Креспо приедет во Фриденбург. Строительство музея кино вновь отложено. Мэр, что сказать. Так. Сегодня в суд примет решение по поводу опечатанного меня. Они плачут и моя, так что им решать жизнь со мной должен упасть на слушание. Дадите мне гол. А что он вообще делает? В бухгалтерии сидит. Да, ну приходи завтра. Рой! Тебя... А, это... Прайс убери. На бабушку сбила машина. Ну ладно. Она врет. Она сейчас в больнице борется за жизнь. Я должна быть рядом с ней. Может, я сегодня пропущу смену. Иди. А то как закончишь. Начинаем день. Что это? О! Так же непонятно, что я хочу послушать. Давайте зеленый говнюков. А, так можно, да? Буквы. Давайте это. Неплохой выбор у меня. Бежит туда.
90. Ладно, так. Ладно, пока заправим. Полицейский участок. Так даже. Офицеры невредимыми. Семейный у них бизнес. Кажется. Так, официантка Мила уверена, что то, что попало в одной, чем Эми, опасного преступнику. Вот тех, кто ведет своим новостях преступник наш. Да, будешь учиться у него. Можно было спасать мандаринский. О боже. Поехали. Давайте отчет. Опа, должна тревога. А деньги за ложный вызов дадут мне? Нет. А если вот без нас? Оба, я начну. Турбой очень холодно. Ровная очередь. Пошлем туда классных ребят. Поступила немного по катаку на доварение детского луна с воздушным шариком и привет продавцу Крэк. Крэк, Так, извините, мистер Брайт, я удивляюсь. Вот она покупка. Денежки. Ладно, ты-то еще не передумал, и ты давай. Только не уезжайтесь, когда приедет. Хорошо. А где нормальные дела? Биржа труда, давайте посмотрим, что тут у нас.
Давайте его нанимем. Слот офицеров. Можно еще нанимать. Это все. Вот мастер шариков сосисок, а вокруг него катается детвора. Так, внимательно наблюдать за клоуном, уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Накинуть на форму плаща прикрылся клиентом. А кого это отправил? Кого я... вот этих двоих. Тогда так. Преступник пойман, да, офицеры невредимы. Все-таки я знал, кого отправлять. Угроза самоубийства. О боже. Как они голову пацана не поймали, боже. Их увольнять нахрен надо. Так. 2 провальных дела. 1 провальное дело. Кстати, этого я вообще даже не трогал. Надо было тронуть. Этого я тоже как бы не трогал. Ладно. На этой хорошей ноте мы поймали чувака, который распространил крэк. Я хочу попрощаться. И сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем добра.